Друзья, привет! Новых выпусков не было почти 2 недели, но тут вы должны понимать, что в этом плане от меня зависит очень немногое. И новые выпуски появляются, когда набирается достаточно новостей. И тем не менее, на ваших экранах очередное видео про 17-ю альфу игры 7 Days to Die на канале Survagger. У микрофона Руслан, и в этом выпуске будут разговоры и слухи с форума. Да, именно разговоры и слухи, так как новостей будет всего парочка, и они весьма незначительные. Хотя тут, возможно, я и ошибаюсь. Думаю, в комментариях вы меня поправите в случае чего. Итак, сегодня в выпуске. Немного про изменения в искусственном интеллекте зомби, немного про оптимизацию случайной карты мира, немного про возможности моддинга, смогут ли зомби нас чем-то удивить в 17-й альфе и немного про взаимодействие игрока с NPC. Видео на канале выходят нерегулярно, а потому, вы знаете, что делать. Поехали. Сначала обсудим то, что было добавлено в список новинок и правок 17-й альфы к тому, что уже нас ждет. С полным списком того, что на данный момент известно и что будет в 17-й альфе, вы всегда можете ознакомиться на официальном форуме игры 7 Days to Die на английском языке или на нашем сайте 7daystoDie.info на форуме в разделе «Дневники разработчиков» в постоянно обновляемой теме, кому как удобно. Ну а перед тем, как мы перейдем к списку правок, хочу немного сказать про новую систему здоровья персонажа. Я понимаю, что об этом уже было много сказано в прошлых выпусках, но, во-первых, не у всех хватает терпения посмотреть прошлые выпуски, а во-вторых, данная система еще не до конца для нас раскрыта. И на форуме постоянно вскрываются новые подробности, пусть и незначительные. К примеру, на данный момент стало известно, что при смерти персонажа, кроме приличных штрафов, налагаемых на характеристики и атрибуты, также после возрождения у вас будут оставаться тяжелые травмы и болезни, которые вы успели получить до момента смерти. То есть не получится у нас теперь избавиться от так сильно досаждающих нам переломов рук и ног или отравления, просто убив персонажа. Об этом я уже упоминал в одном из прошлых видео. Да, в 17-й альфе, кроме множества на данный момент неозвученных типов повреждений и болезней, персонаж сможет ломать себе не только ноги, но и руки, что будет накладывать на него определенные ограничения. Если при переломе ноги мы медленнее бегаем и не так высоко прыгаем, хотя последнее мне возможно показалось, то перелом руки не даст нам возможности использовать двуручное оружие, такое как лук, автоматы, топоры и прочее, что, как по мне, очень реалистично. Я бы даже запретил персонажам использовать двуручное оружие, когда они находятся на лестнице. Но пока что разработчики мне ответили, что у меня какой-то нездоровый пунктик насчет лестниц в игре, и тут не очень понятно, то ли это уже есть в 17-й альфе и об этом просто не хотят говорить, или это действительно дурацкая идея и только я не вижу, насколько она дурацкая. Будем посмотреть, как говорится. Далее поговорим о том, какими пунктами пополнился список изменений и новинок, которые станут доступны нам после выхода 17-й альфы. И первая правка касается микрофризов длительностью доли секунды на средних ПК и достаточно продолжительных до 40 секунд на слабых ПК, как это было у меня на старом ноутбуке. Как нас уверяет один из разработчиков Роберт Дишонг с ником Киньяджу, ему удалось обнаружить и исправить проблему, из-за которой появлялись эти неприятные паузы. В своем посте Роберт подробно, с кучей технических моментов, рассказывает, в чем была проблема, как ему удалось обнаружить ее причину и каким образом ее удалось решить. Все, что мне из этого набора технических терминов удалось понять, это то, что проблема была в том, как работает фреймворк UFPS – Unity First Person Shooter Framework. Точнее, дело было не в том, как работает сам фреймворк, а в том, как были использованы его возможности. В частности, обнаружить проблему удалось после того, как в игру стали интегрировать новую систему эффектов, которая и помогла выявить слабое место. По сути, мне все равно, как это было сделано. Главное, что это было сделано, и теперь подвисания не будет или будет гораздо меньше. Следующая запись касается искусственного интеллекта зомби и также имеет по большей части технический характер. Изменения коснулись того, как и в какой последовательности зомби будут атаковать препятствия, а также методов построения путей исследования зомби. Итак, были добавлены следующие пункты. Зомби в первую очередь будут атаковать те препятствия, общая прочность которых наименьшая. Как я понял, игра будет сканировать конструкцию, искать в ней слабые места и направлять к этому месту зомби. Если на пути окажется бетонная стена с деревянной дверью, то атакована будет именно дверь. А если будет деревянная стена с остальной усиленной дверью, то атаковать зомби будут не дверь, а окружающие ее стены. Подойдя к препятствию, через которое проложен их маршрут следования, зомби будут сканировать вертикальный участок препятствия размером 3 блока в высоту. Затем идет сканирование прочности блоков в такой последовательности. Сначала средний блок, затем нижний и в конце верхний.
Далее, в зависимости от результатов сканирования, зомби будут атаковать блоки, начиная с того, который имеет меньше всего прочности, и далее по возрастающей. Такое изменение позволит зомби в 17-й альфе быстрее преодолевать препятствия, которые окажутся на их пути. Сейчас приоритет у зомби отдан исключительно дверям, и даже если стены будут сделаны из дерева, а дверь будет стальная и усиленная, зомби все равно будут ломиться в дверь, игнорируя более слабые стены. Любые изменения в рельефе, будь то уничтожение стены или установка блока, будут отслеживаться игрой, и при каждом таком изменении игра будет генерировать для зомби несколько новых возможных маршрутов. Что касается самих маршрутов, то в 17-й альфе они будут иметь плавные повороты, что позволит зомби более плавно менять траекторию движения и не ходить зигзагами, как это происходит сейчас. Также, что касается пути исследования зомби, на форуме в данный момент обсуждается еще парочка интересных моментов. Fatal, один из разработчиков, заявил, что зомби вполне могли бы перепрыгивать пропасти шириной в 2 блока, как это сейчас могут делать игроки. Что для этого нужно, так это учесть подобный вариант при построении маршрута и просчитать, как это может отразиться на балансе игры. Еще речь шла о том, чтобы дать ходячим зомби возможность пролазить в проемы высотой в 1 блок. Зомби могли бы принимать положение лежа и проползать слишком низкие по высоте отверстия в препятствии. Но не все зомби по задумке могли бы это делать, а только те, которые имеют для этого подходящие размеры. То есть зомби-коп, жердяй в гавайской рубашке и байкер этого сделать не смогли бы, так как просто не пролезут. Fatal сказал, что это скорее всего может появиться уже в 17-й альфе, но вы должны помнить, что это не точно. Тут меня смущает всего один момент. Ладно, ползать по стенам персонаж не умеет, и это логично. Но если зомби смогут пролезать в одноблочные проемы, почему бы такую возможность не вернуть и игроку? Ведь раньше это было возможно, но разработчики заявили, что это баг, и с тех пор наш персонаж страдает радикулитом, который не дает ему возможности пригнуться достаточно сильно для того, чтобы пройти в проем высотой в 1 блок. Следующий пункт, который был добавлен в список правок 17-й альфы, касается отрисовки мира на случайно сгенерированной карте. Со слов того же Роберта, способ генерации рандомного мира будет теперь точно таким же, как и у Navice-Gen. То есть теперь и рандомные карты будут использовать прегенерацию. В данный момент, в отличие от карты Navice-Gen, информация о которой сразу записывается в папку сохранения при создании новой игры, информация про случайно сгенерированную карту мира записывается в папку сохранения по мере ее исследования игроком. Следовательно, и генерация мира происходит на ходу, а этот процесс весьма требователен. Именно поэтому многие игроки даже на средних ПК путешествия по миру на мини-байке часто упирались в зону, за которой мир просто не успевал прорисоваться, и приходилось ждать некоторое время, прежде чем можно было продолжить путешествие. После переработки имеющегося транспорта в игре, то есть мини-байка, и добавления нового, разработчикам стало уже совсем очевидно, что код, отвечающий за генерацию рандомной карты, очень медленный, потому было решено полностью изменить способ генерации рандомного мира. В 17-й альфе случайно сгенерированный мир будет создаваться аналогично миру Navice-Gen, то есть еще до первого запуска карта будет полностью сгенерирована и вся информация о ней будет изначально записана в папку сохранения, что существенно повысит скорость ее подгрузки в процессе игры. Это вполне можно отнести к оптимизации, но стоит помнить, если у вас и карта Navice-Gen с трудом подгружалась, то описанное выше изменение просто позволит ускорить загрузку случайного мира, но это никак не повлияет на скорость подгрузки мира Navice-Gen. Что касается транспорта в игре, если верить Fatal, в файлы XML было вынесено очень много настроек и параметров, благодаря чему у нас появится возможность создавать модификации для транспорта без необходимости править ядро игры. Как минимум мы сможем изменить базовую скорость транспорта, просто внеся правки в файле entityclasses.xml. Также в этом файле можно будет задавать базовые значения выносливости и скорости ее восстановления, а также другие основные параметры, относящиеся к игроку. Если говорить простым языком, после выхода 17-й альфы появится множество модов, существенно меняющих многие моменты в игре, и в то же время эти моды будут поддерживать EAC, и для их запуска не понадобится возиться со всякими SDX-лаунчерами. Люди на форуме высказывают самые разнообразные идеи и предложения, и совсем уж невероятная идея пришла в голову одному из посетителей форума, который написал следующее. Было бы круто, если бы был такой сильный зомби, который мог бы кидать других зомби в стены базы и таким образом разрушать их. Вы только представьте себе это. На удивление, Fatal ответил, что он думал про что-то подобное и вполне возможно, что это когда-то может быть добавлено в игру. Хотя если вспомнить, что в 17-й альфе зомби будут получать рэгдолл при оглушении, то такая идея уже и не кажется совсем уж невероятной. И последняя тема в этом выпуске коснется элементов взаимодействия между игроками и NPC. В игре планируется добавление как минимум 2 враждующих фракций, в каждую из которых можно будет вступить в процессе игры.
У каждой фракции будет свой основной глобальный квест, а также будет несколько мелких квестов у каждой из мини-фракций, входящих в состав этой фракции. Выполнение квеста в одной фракции будет, кроме материальной выгоды, улучшать ваши отношения с этой фракцией и, соответственно, негативно влиять на отношения с враждебной фракцией. В чем будет выражаться улучшение или ухудшение отношений с фракциями, пока неизвестно, но скорее всего это будут более выгодные цены или что-то еще из стандартного набора. В игре будут также разного рода торговцы, которые уже будут отличаться друг от друга как минимум ассортиментом товаров. Торговцы также будут выдавать квесты, в результате выполнения которых можно будет получить какие-то ценные детали, рецепты или чему-то научиться. Еще Роланд недавно упомянул появление в игре каких-то сообществ NPC. Эти сообщества тоже будут выдавать вам квесты, и к ним также можно будет примкнуть. Роль фракций и сообществ будет заключаться не только в том, чтобы раздавать квесты. Они будут играть роль укрытий от зомби для тех, чей стиль игры не предполагает постоянную войну с толпами зомби в ночь кровавой луны. Чтобы получить укрытие и защиту сообщества или фракции, вначале придется выполнить некоторые квесты, но куда же без этого? Хочешь получить комнату на ночь, сначала сходи зачисти стоянку бандитов на холме и уже тогда милости просим. Избежать необходимости сражаться с ордами зомби каждые 7 дней можно будет, прокачав на максимум навык скрытности, что даст вам способность быть незамеченным в ночь кровавой луны. Но насколько я помню, разработчики говорили, что возможность прокачать такой навык можно будет получить только присоединившись к каждой из фракций и выполнив линию квестов, связанную со скрытностью. Навык стопроцентной скрытности позволит игроку на поздних этапах игры уже самостоятельно решать, хочет ли он воевать с Ордой в ночь кровавой луны, или ему лучше отсидеться на базе и не высовываться. Короче, идея со скрытностью, как мне кажется, так себе, зайдет только строителям. С другой стороны, меня же никто не станет заставлять качать эту способность, верно? Но в то же время и квесты, связанные с прокачкой этой способности, могут быть очень интересными. Короче, не знаю. В 17-й альфе фракций и сообществ точно не будет, а квесты будут выдавать пока что только торговцы. Так что об этом можно будет подумать, когда будет больше информации. А случится это уже после выхода 17-й альфы, ближе к релизу бета-версии игры. На этом данный выпуск подошел к концу. Это были новости по игре 7 Days to Die на канале Survivor. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!